Представьте себе орудие времен Первой мировой войны, способное отправить снаряд на расстояние более 100 километров. Утром 23 марта 1918 года такое орудие, известное как Парижская пушка, впервые продемонстрировало свои возможности, поразив столицу Франции с расстояния в 120 километров, которое до тех пор казалось недостижимым для любой артиллерии. Но как это возможно? И действительно ли использование такого гигантского орудия было оправдано? Таинственные взрывы вызывали растерянность и панику среди парижан, так как происходили внезапно. Возникали предположения, что это работа немецких шпионов или бомбардировка цепелинами с большой высоты. Но ответ был удивительно прост и поразительно технологичен. Это не шпионы и не атаки с воздуха, а это парижская пушка. Еще известная как труба кайзера Вильгельма или колоссаль. Уникальное, сверхдальнобойное, 210 миллиметровое орудие. 120-килограммовые снаряды парижской пушки пронзали небеса, достигая стратосферы на высоте в 40 километров, там где воздух встречается с космосом, задавая новые границы военной техники. Для достижения таких поразительных результатов использовались специальные пороховые заряды весом около 200 килограмм. Этот компонент позволял снарядам развивать астрономическую скорость до 1600 метров в секунду или почти 5 махов. Это сопоставимо с некоторыми современными гиперзвуковыми ракетами. В наивысшей точке своей траектории снаряды достигали высоты более 40 километров, превращаясь в первые искусственные объекты, запущенные на такое расстояние от Земли. Этот рекорд оставался непревзойденным до появления ракет Фау, которые открыли эру ракетостроения. Расстояния были настолько впечатляющие, что немецким инженерам пришлось учитывать не только погодные условия, но и вращение Земли. Орудийный комплекс был смонтирован на специальной железнодорожной платформе и весил 256 тонн. Главный его компонент, а именно ствол, весом в 138 тонн и длиной 34 метра, был относительно тонкий и прогибался под своим собственным весом, из-за чего удерживался системой стальных тросов. Ствол был составной, его ресурс ограничивался 65 выстрелами, при этом каждый новый выстрел его растачивал, увеличивая калибр. С первоначальных 210 мм до 238 мм к последнему снаряду. Каждый последующий снаряд был немного больше предыдущего и заряжался в строгой последовательности. После выстрела из-за огромной мощности зарядов, ствол колебался еще 2-3 минуты. Эта колоссальная пушка использовалась преимущественно для морального давления, поскольку из-за своей неточности и огромного разброса в сотни гектаров она не могла гарантировать точное поражение целей. Несмотря на это, орудие совершило около 370 выстрелов по Парижу, вызывая разрушения и человеческие жертвы. По разным данным погибло более 250 человек, и 620 получили ранения, включая попадание в церковь Сен-Жерве, которое унесло более 60 жизней. Этому событию посвящена трагическая повесть Ролана «Пьер и Люс». Во время обстрелов, вблизи парижской пушки располагались и обычные артиллерийские орудия, чья канонада маскировала звуки ее выстрелов. Попадания по Парижу не оставались незамеченными, и французы достаточно быстро поняли, что их столицу обстреливает сверхдальнобойное орудие. Впоследствии французы утверждали, что обнаружили пушку и вели с ней контрбатарейную борьбу, хотя с немецкой стороны эти данные не подтверждаются. По некоторым сведениям, могло быть использовано не одно, а целых 3 таких орудия. Однако, в процессе немецкого отступления, орудия перемещались все дальше и дальше от французской столицы, и в конце концов были вывезены в Германию. И, вероятно, уничтожены вместе с чертежами, чтобы не попасть в руки Антанты. Большинство сведений о парижской пушке были получены от сотрудников фирмы Круп после войны, что делает все данные приблизительными. Опыт применения данного орудия впоследствии послужил основанием для начала работ по ракетному орудию в Германии в 1920-1930-х годах. Немецкая фирма Круп, создавшая парижскую пушку, продолжила разработку гигантских артиллерийских систем и в последующие годы.
В 1940 году более совершенные варианты парижской пушки были установлены в Па-де-Кале на побережье Франции и вели обстрел через Ла-Манш британского города Дува. Они могли выпускать снаряды весом до 250 кг на расстояние до 100 км. Парижская пушка оставляет за собой сложное наследие, демонстрируя как возможности инженерной мысли, так и жестокость военного времени. Она напоминает о том, как технологии могут служить и разрушению, и прогрессу. Оставила парижская пушка свой след и в кинематографе. В известном фильме «Великий диктатор» Чарли Чаплин высмеивал точность подобных орудий и показал, как немецкие артиллеристы, целясь в Нотр-Дам, смогли попасть лишь в какой-то сарай в пригородах Парижа. Буду очень рад любой вашей активности под видео и подпиской на канал, впереди еще множество интересных историй.